Часто я слышу мнение, что корейцы не едят обычную белокочанную капусту, что якобы у них вся еда, если и содержит капусту, то только пекинскую. И это в корне неправильное утверждение. И сегодня я вам покажу 3 простых рецепта популярных закусок, которые готовят в Корее из этого овоща. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодня мы приготовим капустный салат, капустный блин и кимпап с капустой и творожным сыром. Рецептов из белокочанной капусты в корейской кухне достаточно много. Ее активно используют при приготовлении блюд корейского стритфуда, панчанов, кимпабов. Ее часто добавляют как топпинг в куксу либо бибимпап, ну и конечно же из нее делают кимчи. Да, друзья, вы не ослышались, поэтому если хотите рецепт вкусного кимчи из белокочанной капусты, обязательно поставьте лайк этому видео и напишите об этом в комментариях. Ну а я приступаю к готовке. Итак, первым мы приготовим салат. Нам понадобится 500 граммов капусты. Ее надо нашинковать тонкой соломкой. Если у вас есть терка, можете ей воспользоваться. Лично я люблю шинковать ножом. Далее морковь. Я взял 200 граммов. Ее тоже надо нарезать тонкой соломкой. Если у вас есть специальная терка для корейской моркови, то она идеально подойдет. У меня ее нет. Поэтому, так же как и капусту, нарезаю ножом, предварительно нарезав морковь пластинами. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Далее нам надо в кипящую воду закинуть капусту и морковь. Бланшируем так 3-4 минуты. После того, как время пройдет, достаем капусту и морковь. Можете прополоскать их в холодной воде. Бульон можете не сливать. Если добавить в него сушеных анчоусов или просто приправу дащида, получится вкусный бульон, который можно будет подавать на стол, чтобы запивать им кимпап, бибимпап и другие блюда. Далее в ступку всыпаем 2 столовые ложки жареных кунжутных семечек. По желанию можете добавить половину чайной ложки кориандра. Добавьте немного соли. И теперь хорошо нужно все это размолоть в порошок. Вы почувствуете приятный ореховый аромат в процессе. Теперь в глубокую миску перекладываем капусту и морковь. Нужно хорошо их отжать, чтобы не было лишней воды потом в салате. Добавьте зеленый лук. Теперь добавляем столовую ложку 6% рисового уксуса, 1-2 столовых ложки соевого соуса, 1 столовую ложку кунжутного либо оливкового масла, 2 столовые ложки нашего кунжутного порошка, щепотку черного молотого перца. А теперь хорошо перемешайте. Мой вам совет: если хотите, чтобы блюдо было еще вкуснее, добавьте еще чайную ложку сахара. После того, как все перемешали, дайте постоять салату в холодильнике пару часов. Подавайте на стол в холодном виде в качестве закуски к основному блюду. Приятного аппетита! Друзья, как вы видите, салат очень простой, и его большой плюс заключается в том, что его можно приготовить достаточно быстро и сразу в большом количестве. Поэтому обязательно попробуйте, я уверен, вам понравится, горячим блюдом подойдет идеально. Ну а следующее блюдо не менее простое, и называется оно янпэчуджон, что переводится как капустный блин. Итак, берем примерно 100-150 грамм капусты и мелко шинкуем ее. Зеленый лук тоже шинкуем очень мелко. Все граммовки, если что, указаны в описании к ролику. Далее в глубокую миску разбиваем 3 яйца. Взбиваем. Добавляем теперь чайную ложку кунжутного масла, щепотку черного молотого перца. Добавляем столовую ложку обычной муки. И с помощью венчика хорошо все перемешиваем. Стараемся не оставлять комочков. Теперь в эту массу добавляем нашинкованную капусту, зеленый лук. Хорошо перемешиваем. Можете посолить парой щепоток соли.
Далее включаем плиту, ставим сковороду, добавляем немного растительного масла и как только разогреется сковорода, вливаем яично-капустную смесь. Равномерно распределите ее по сковороде, накройте крышкой и жарьте так пару минут. Теперь откройте крышку и аккуратно с помощью одной или двух лопаток переверните блин на другую сторону. Жарьте еще минуту и все, готово. Теперь нарежьте его на кусочки любой формы. Лично я обычно нарезаю его как пиццу. Подавайте на стол в качестве закуски и приятного аппетита! Друзья, часто такие блины в Корее готовят из кимчи, картошки, ростков сои, но также популярны варианты из обычной капусты. Также этот блин очень часто подают на стол вместе с соевым соусом, либо со сладким лучком, который маринуется в соевом соусе и рисовом уксусе. Лично я люблю также есть этот блин вместе с соусами чили, такими как шрирача. В общем, это очень вкусно, поэтому обязательно попробуйте. Ну а мы с вами переходим к последнему рецепту, и это кимпап с капустой и творожным сыром. Итак, берем 250 граммов белокочанной капусты и мелко шинкуем ее. Снова нам нужно нарезать ее, как в первом рецепте, тоненькой соломкой. Далее также соломкой нарезаем 100 граммов моркови. Если любите морковку, то можете взять больше. Теперь перекладываем морковь и капусту в глубокую емкость. Добавляем половину столовой ложки соли. Хорошо перемешиваем и оставляем на полчаса. Далее в глубокую миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли. Хорошо взбиваем. Теперь разогреваем сковороду. Добавляем немного растительного масла. Вливаем яичную смесь и жарим. Как видите, что края и низ схватились, аккуратно переверните. Еще жарим полминуты и все. Перекладываем жареное яйцо на доску. И теперь аккуратно нарезаем на такие вот полоски. Можете, кстати, по желанию свернуть в рулет и нарезать тоненькой соломкой. Но мне удобнее так. Теперь подготовим рис. В глубокую миску кладем примерно 250-300 граммов свежего отварного риса. Солим по вкусу. Я добавил 2 добротных щепотки. Добавляем столовую ложку кунжутного масла и хорошо перемешиваем. Теперь в глубокой миске надо смешать заправку для капусты. Кладем половину столовой ложки горчицы, добавляем 2 столовые ложки 6% рисового уксуса, столовую ложку кунжутного либо оливкового масла, 2 столовые ложки кукурузного сиропа либо меда. И теперь хорошо перемешиваем. Соус готов. Тем временем прошло 30 минут. Капуста и морковь настоялась. Они дали много сока. Надо их хорошо отжать и слить эту жидкость. Смотрите, сколько много влаги они отдали. Теперь вливаем ранее приготовленный соус. Добавьте пару щепоток черного молотого перца. И теперь хорошо перемешайте. Друзья, как вы уже могли понять, у нас получился еще один вкусный панчан. Поэтому можете кушать его и так, и подавать на стол в качестве закуски. Но мы его будем использовать сейчас в кимпабе. Итак, все ингредиенты подготовлены. Берем лист сушеной морской капусты для роллов. Кладем его шершавой стороной вверх. Аккуратно распределяем рис. Кладем его так, чтобы он покрывал примерно 2/3 листа морской капусты. На край листа кладем тоже немного риса. Он будет склеивать кимпап во время закрутки. Теперь кладем начинку. Сначала кладем лист свежего зеленого салата. Сверху на него кладем наш капустный салат. Кладите побольше. Далее сверху кладем жареный омлет. И в конце аккуратно кладем творожный сыр. Теперь аккуратно скручиваем, немного придавливая начинку, чтобы она плотно потом лежала внутри
и не вываливалось. Однако следите за тем, чтобы лист не порвался. Рис на краю листа раздавите, так лучше края склеются. Если скручиваете в первый раз, лучше воспользуйтесь бамбуковой циновкой. Вот такой красивый кимпап у нас получился. Скрутите еще несколько штук, пока не кончится начинка. Далее нам надо смазать кимпап немного кунжутным маслом, посыпать сверху жареным кунжутом и теперь аккуратно очень острым ножом нарезать кимпап на порционные кусочки. Нож желательно предварительно смочить в воде. Смотрите, какой красивый кимпап получился. Подавайте на стол в качестве главного блюда либо закуски. Приятного аппетита! Друзья, этот кимпап очень вкусный. Сочетание ингредиентов и творожного сыра просто невероятный. Поэтому обязательно приготовьте и попробуйте. Кимпап отлично подойдет в качестве перекуса или даже полноценного обеда. Его всегда можно взять с собой на работу, учебу. В общем, рекомендую. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы обязательно поддержите его лайком, а также подпишитесь на канал. Чтобы не пропустить мои новые ролики, обязательно жмите в колокольчик. А еще лучше подпишитесь на мой телеграм-канал. Там помимо анонсов новых видео на ютубе, также есть еще и другой интересный контент. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.